Всем привет! Решил поделиться своими наблюдениями и несколькими моментами. Пользуюсь данным геймпадом уже какое-то время и хотел бы оставить свой отзыв в виде комментариев. Но вначале хочу сказать, что только что вы видели инструкцию по обновлению калибровки, которую я советую сделать перед использованием. К сожалению, один момент я упустил, а именно на шаге обновления самого геймпада, вот тут. Не забудьте обновить также донгл, чтобы избежать проблем в дальнейшем. По инструкции вкратце все. Также продублирую ее в текстовом виде со всеми ссылками и где приобретал данный девайс в своем телеграм-канале. Там можно пообщаться, задать вопросы, мониторить выход новых видео, а также наблюдать некоторые моменты из жизни. Ну и тут я всегда отвечу и рад интересу, поставленному лайку, и конечно давай дружить. Итак, про моменты. Вес. В сравнении с Fly он сразу ощущается. Это первое, на что я обратил внимание. Хоть и разница по цифрам не такая уж и большая, всего 60 грамм, но я почувствовал это сразу. Следующее, стики. Разницу в них я не заметил в сравнении с двумя геймпадами, которые поставил в сравнение, а именно Fly Vader 4 Pro и GameSear G7 SE. Тестировал в основном в шутерах. Регулировка стиков, как это реализовано во Fly, очень не хватает. К хорошему привыкаешь быстро. Частично можно имитировать рингами. Я, конечно, не киберигрок, но на любительском уровне ощущения у меня такие, и с учетом того, что мой основной геймпад это Vader. Третье. Кнопка скриншота. С таким расположением под кнопкой, которая в большинстве игр забиндена на карту. Я сделал просто миллион ненужных скриншотов и так и не смог за это время отучиться постоянно это делать. Следующий пункт — бамперы и триггеры. Я сразу заметил, что их реализация в сравнении с вышеупомянутыми геймпадами хуже, из-за чего поначалу я не мог понять, почему моя игра стала какой-то странной. Я как будто начал немного тормозить, но это всего лишь очередной пункт привычка. И нужно понимать, что я делюсь своим мнением, ощущением и сравнением. У вас может быть по-другому. Ну и, наверное, последний пункт. Разница в частотах. Хоть я и сделал небольшую графику, где сравнивал задержки в программе в проводном и донгловом режиме, особую разницу на практике мне заметить не удалось. По ощущениям на 4К мне было более комфортно, в таком режиме я и остался. Может, ты пользовался или пользуешься и заметил различия в частотах или сможешь выделить какие-то другие нюансы? Дополнить это видео своим мнением, пиши в комментариях или телеграм, обсудим. Я же поделился своим мнением, возможно неполным, мог что-то упустить, но в целом мой опыт положительный и данный геймпад я могу рекомендовать. Далее ты можешь посмотреть на игровые моменты на нескольких платформ с данным PXN. Ну и еще раз напоминаю, не забудь оценить данное видео, заглядывай на мои остальные соцсети. Конечно же помни, что ты супер, и услышимся в новых видео. Thank you.